Толмачевы. Это солнце, которое там взошло над Копенгагеном. Оно осветило и всю нашу студию, всю Россию. Спасибо вам, дорогие, с этой победой. Мы в финале. Спасибо вам за ваш свет. Честно говоря, вы знаете, вы плакали, вы родственники, но у меня ощущение, что я вот тоже член вашей семьи, потому что тоже слезы наворачивались на глаза от того света, который они излучали, и от того света, который... Боря, мы сегодня все члены семьи, Боря! Ну вот и поэтому столько света вот у них на сцене, потому что столько света у них в душах. И это то, что случилось, ну... Это общее состояние праздника, победы. И какого-то еще и света, который они нам подарили. Правда ведь? И я думаю, мы все счастливы, что мы родились в этой замечательной стране. В такой светлой стране, да. Ну, наконец-то удалось что-то сказать. То, что у нас две победительницы, потому что это метафора. Россия витальна вечно, потому что две близняшки – это вообще уникальная история. Это уникально. Вы знаете, постоянно говорят, наша российская молодежь не такая, она колется, она пиво пьет. Вот спасибо им за то, что они дают право теперь не только на всю Россию, на весь мир сказать, какая на самом деле у нас молодежь. И самое главное, они показали миру и Европе нашу страну. Они показали великую Россию, в которой есть замечательные люди, прекрасные женщины и отличный народ. Мы великая страна. Я думаю, сейчас все... Вы помните мои слова? Я сказал, все мир уважает Россию. Я держу эту флаг, я говорю, я из Камеруна, я живу, у меня жена русская, ребенок русский. Вы не знаете, какая страна сильная, могущая. И я верю, запомните мои слова. Россия будет на коленях. Я имею в виду, Америка будет на коленях Россия, по-любому. Я очень рада, что, смотрите, вот в эту десятку вышла Россия, Украина, Армения, они же наши. Конечно. Правда? Но как бы ни завершился их экзамен там, на Евровидении, их ждет роскошный гастрольный тур не только по нашей стране, но и по всем странам, которые обязаны с нами дружить. Оля и Дима, будем слушать ваш комментарий уже и во втором полуфинале, и, конечно, в финале, когда наши девочки снова будут выходить на эту сцену Геннадий Борисович построже с девочками, потому что, видимо, Филипп им многое разрешает, судя по тому, что он сейчас сказал, да. А также зайдем в гостиничный номер к Семцу Толмачеву. На что у них открывается вид из окна через пару минут? А если говорить о фаворитах, то кто? Вы знаете, мне так обидно, что не прошла Кристина Скарлетт в финал, потому что она была моей фавориткой. Я считаю, что у нее была самая красивая песня Евровидения «Wild Soul». Дикая душа, сложная песня, диапазональная, мелодичная, великолепная гармония в припеве, голос фантастический. Конечно, жалко, что не выходила в финал. Не вышла в финал, потому что она очень грамотная, она дочь ректора Института искусств. Вообще, если честно, вот если говорить... При том, если что говорить, они, в общем, они смотрятся мы наблюдаем как кризис, две голубки нежные. Сейчас. Но вот этот темперамент, пожалуйста, Лёв. мы вас уже слушали. Мы наблюдаем кризис... Ну дайте договорить Сейчас договорите, сейчас. Скажите потом. Да. Дайте русской певице сказать. Людмила Рюмина, она как танк, она не даст ничего сказать. Голубка, да, Леш, пожалуйста, вот я договорю. Я договорю. Миленькая, голубки-то они голубки, конечно. Но вы перебиваете. Давайте, вот, давайте, да, все, пошла. Меня остановить нельзя, если я вышла. Людмила, давайте вместе, давайте вместе. Да, Леш, пожалуйста, пожалуйста. Давайте вместе скажем. Давайте. Ладно. Вот, Евровидение продолжается, ну давайте. Да, я хочу сказать, я сама воронежская, ЦЧО, Центральная Черноземная область. Они курянки, соседки мои. А при чем здесь Евровидение? Евровидение? Вот это вот Русь, центральная, мощная, которая всегда славилась красивыми женщинами. Юные девушки, они будут потом такие же красивые, как мама. Но я просто хочу сказать, они выдали такой темперамент, за ними Россия стояла. И они великие, две эти нежные девочки. Спасибо большое. Все, спасибо. Я сказала свое слово. Да. Все-таки перед финалом мы бы хотели узнать, каковы все-таки
политические предпочтения у Маши и у Насти. Это имеет значение. Я скажу почему. Когда Дима Билан победил на Евровидении, он состоял членом ЛДПР. Ничего себе! Все-таки здравый смысл в Европе, он существует. Есть нормальные люди. И они наших девочек оценили нормально. Но мне жалко этих девочек. Почему? После прекрасного, большого, веселого русского города Курск оказаться в этом маленьком, захудалом, сером городишке, где люди там живут очень бедно. И все жители Копенгагена такие бедные, что питаются только рыбой. И смотрят на бородатых женщин. Я согласен. И, кстати, там очень холодно сейчас. Позвольте, исполню стой. Я надеюсь, зал поддержит. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Спасибо. Вот эту песню не должны забывать никто, особенно сейчас наша молодежь с братской Украины. Певец Александр Старовойтов, по совместительству депутат Государственной Думы. Ну что делать, душа поет сегодня. 70 лет назад была Курская битва, да. Но она продолжается. Курянки наши, вон как поют, наши соловушки. Если там отстояли потом, кровью и слезами и железом, то здесь вот эти дивные, очаровательные девочки, это наше знамя сегодняшнее. И оно цементирует нацию. Вы знаете, поначалу действительно родители России были против этого, потому что Евровидение несет иные ценности. Бородатых мужчин, которые не мужчины, с силиконовыми, понимаете, да, там, всеми остальными причиндалами. Не будем уточнять. Да, не будем уточнять. Но на сегодняшний день Россия-1 доказала, что нужно было не бороться с их ценностями здесь, а шагнуть на их площадку и показать им наши ценности. Слушайте, и заразить их нашими ценностями. Наши девочки привезли сегодня в Европу целомудрие. То, чего там забыли об этом. Целомудрие, это зерно они сегодня посеяли. Можно убедить, можно внушить, а можно заразить. Так вот, наша задача сегодня, и они ее выполнили, они заразят Европу чистотой, целомудрием и той духовностью, которую они несут. А главное, они пришли туда с русской душой. Посмотрите на них. Теперь у Насти и у Маши будет много поклонников. Скажите, чем они отличаются друг от друга? Как определить, Настя это или Маша? А вам зачем? Чем они отличаются? В принципе, ничем. Вот. Ничем. Они совершенно одинаковые. Ну вот я как своих внучек вижу их. Они очень добрые, хорошие. И они одинаково для меня. И вообще они одинаковые. Этого хорошего характера в 2 раза больше. Вы уже, говорят, появилась. Подождите вы все, подождите, уникальный момент. Я Киркорову дозвонился. Филипп! Филипп, спасибо, мы поздравляем. Спасибо. Вот ты слышишь, вся студия кричит. Получили ли девочки номер в жеребьевке? Спросите, под каким номером на финале выступает? Ну, он там занят. Спасибо большое. Спасибо сестрам Толмачевым и их команде. Спасибо. Россия! Россия!